Вот это было непросто. Четко, прозрачно, на самом-самом высшем уровне. Не просто продать гостям яхту и заработать на этом деньги. Самое, пожалуй, для меня сложное – это язык. Когда я только начинала бизнес, у меня такая, знаете, всегда планка качества очень высокая. И пошло. Сначала одна яхта, потом 5, 10, 20, и сейчас в арсенале их более 500. У нас сегодня в гостях Анна Закирова, соучредитель компании Brilliance. Анна, добрый день, очень рада тебя видеть. Добрый, взаимно. Лучше, чем ты сама, аудитории никто не представит тебя, поэтому тебе слово. Хорошо, меня зовут Анна, я живу в Анталии уже 5,5 лет, сама я из Москвы. И у меня есть уже определенный опыт ведения бизнеса. В Москве я занималась некоторыми направлениями, но вот сейчас здесь, в Анталии, у меня бизнес по аренде яхт в Турции. Мы занимаемся всеми абсолютно типами яхт, представляем яхты во всех регионах Турции, ну и всегда рады гостям. Давай, наверное, начнем по порядку. Как начинался твой бизнес-путь? Начинался бизнес-путь очень, на самом деле, неожиданно. Я никогда не имела отношения к яхтам, к яхтенному бизнесу, но случайная встреча с одним из владельцев яхты, мы разговорились, поговорили о том, что, возможно, тебе стоило бы давать рекламу на российскую аудиторию. Турки хорошо могут делать сервис, но они не всегда понимают, как это предложить российскому туристу, как выйти на российского туриста. Я это понимала очень хорошо, я по образованию специалист по рекламе, и вот такой разговор навел нас на тему о том, что, возможно, я могла бы давать рекламу яхты на русскоязычную аудиторию, и пошло. Сначала одна яхта, потом 5, 10, 20, и сейчас в арсенале их более 500. Какие были первые маркетинговые шаги здесь, на территории Турции? Чем отличается турецкий маркетинг? Были какие-то особенности, сложности в самом начале пути? Что касается маркетинга, здесь, пожалуй, сложностей не было, потому что, когда пришла идея создания бизнеса, я сама села и сделала небольшой сайт, благо умею это делать, запустила рекламу на Яндексе, на Гугле, ну то есть это те привычные мне инструменты, которыми я занималась и в предыдущей жизни, скажем так, в предыдущем бизнесе, поэтому в целом то, что касается маркетинга, все было достаточно понятно, знакомо, сайт на российской платформе, реклама на российских источниках, поэтому все было достаточно привычно. И если у тебя в самом начале открылись перед тобой возможности, окей, я прекрасно владею инструментом маркетинга, знаю, как это делать, знаю, как настраивать рекламу, были ли какие-то опасения на тему перспектив вообще бизнеса в Турции? Как ты оценивала те риски, которые здесь есть? Вообще перспектива самой туристической деятельности, пугала ли что-то или вдохновляла ли что-то? Сказать по правде, когда я только начинала бизнес, я вообще не задумывалась о перспективах, о том, насколько это может быть глобальным, потому что на тот момент просто была идея попробовать, заработать какие-то первоначальные деньги, и тогда я даже не думала о том, что это вырастет в действительно такой очень серьезный проект, очень серьезную масштабную историю, каковой сейчас она является. Поэтому на первых этапах все достаточно было понятно, хотя, конечно же, были определенные ограничения. Ну, самое, пожалуй, для меня сложное – это язык. Я не владею турецким языком в нужной степени, на тот момент не владела им совсем, и все моменты приходилось, ну так, на пальцах даже, я бы сказала, используя переводчика. Вот это было непросто. То, что касается турецкого языка, особенностей ведения турецкого бизнеса, все это не было мне абсолютно знакомо, поэтому, конечно, сложности возникали. И во что ты упиралась? И были ли у тебя какие-то ситуации, в которых прям вот чуть ли не до отчаяния, а что же делать? Вот они меня не понимают, вот из-за разницы менталитетов. С чем самым страшным столкнулась? Да, основное мое отчаяние – это действительно разница менталитетов, правильно ты сказала. Турки
Я сразу скажу, я уважаю Турцию, я очень уважаю турецкий народ, но, конечно, у них есть свои особенности, которые нам, русским людям, даются непросто. Ну, основное, пожалуй, это медлительность, это, скажем так, если турок что-то сказал, это вовсе не значит, что он это сделает в нужный срок. То есть вот такие моменты, особенно на начальном этапе, меня просто приводили в какое-то бешенство и отчаяние, когда я пыталась добиться какой-то конкретики, когда я пыталась добиться выполнения договоренностей, но не всегда это происходило так, как мне хочется. Вот это было очень так... очень сложно. Бывает и до сих пор, но сейчас я уже знаю, как с этим жить, как с этим быть. Я уже сразу делаю некое такое допущение, что может быть немного по-другому. То есть годы, они, в общем-то, дают уже понимание этих ситуаций, этого менталитета, и уже я могу как-то более лаконично подстраиваться под вот эти особенности турецкого народа. Что у вас происходит с конкуренцией? Я знаю, что ты на рынке уже 5-й год. За это время, вот когда ты зашла, что происходило с нишей в те времена и что сейчас? Увеличилась ли конкуренция? Увеличивается ли спрос? Как ты сталкиваешься и справляешься с этими вызовами? Я знаю, что турки в конкуренции, они достаточно безжалостны. Как твой опыт в этом отношении? Я думаю, что мой опыт и мое главное такое отличие заключается в том, что я не боюсь конкуренции. Я всегда за здоровую конкуренцию. Я на самом деле всегда за хорошие, нормальные, дружеские отношения с любым конкурентом, с любым партнером. Я считаю, что рынка хватит всем, что каждый возьмет свое, и моя позиция всегда дружить, а не конфликтовать с конкурентами. Я считаю, что мы всегда можем где-то в чем-то дополнить друг друга. Плюс мы на самом деле очень отстраиваемся от конкурентов, от турецких компаний, в том плане, что для меня я человек очень ответственный, у меня такая, знаете, всегда планка качества очень высокая, и мне важно давать гостям, давать клиентам уровень на совсем сервис на совсем другом уровне качества. Я всегда стараюсь давать услуги не такие, как они обычно делаются в Турции, потому что, к сожалению, есть у турецких конкурентов такая особенность, что, как бы это помягче сказать, российские гости хорошо гуляют, хорошо платят, и можно их немножечко, так знаете, схитрить, назовем это так. Мой принцип в том, что я никогда так не делаю. Мои услуги, мои цены, мой сервис максимально прозрачный от и до. То есть я всегда выстраиваю бизнес так и отношение к клиентам так, чтобы не было никаких скрытых платежей, не было никаких неозвученных, недоговоренных сумм. То есть мне очень важно, чтобы все было четко, прозрачно, на самом-самом высшем уровне. Поэтому нам есть чем отличиться от конкурентов, и они нам не страшны. Но так как я знаю твой бизнес изнутри, так уж сложились обстоятельства, мне очень сильно хочется еще поговорить о большой идее, потому что это как раз-таки и о конкурентных преимуществах в том числе. Я знаю твою философию, исходя из чего, с каким посылом ты идешь в мир и создаешь этот бизнес. Можешь об этом рассказать подробнее? Как родилась эта большая идея? Почему твоя компания так называется? Я хочу увести тебя в эту сторону и поговорить об этом. Да, здесь не могу не сказать спасибо тебе, потому что очень многое и в плане нового бренда, и в плане философии мы создавали вместе. Очень благодарна, что мы этот путь вместе прошли. Действительно, для меня философия бизнеса заключается в том, чтобы максимально подарить гостям эмоции, подарить им воспоминания, впечатления. Мне очень важно не просто продать гостям яхту и заработать на этом деньги. Мне очень важно, чтобы с моей помощью
Пускай хотя бы кто-то, пускай хотя бы на денек, но действительно смог прожить какие-то самые волшебные, самые яркие, самые запоминающиеся эмоции. И, собственно, мое новое название Brilliance расшифровывается как Brilliance of Emotions, то есть блеск эмоций. Вот эти блестящие эмоции, вот эти впечатления, вот эту любовь, вот это счастье, проведенное на яхте, мне очень хочется подарить гостям. И для меня бизнес — это вот такие эмоции, такие моменты, которые я могу подарить людям, а не просто зарабатывание денег. Ну, когда человек находится на яхте и видит этот блеск на лазурной глади воды, я думаю, твоя компания запомнится им явно навсегда. Очень хочу, чтобы так и происходило, да, и действительно у нас очень много положительных отзывов, и действительно гости отзываются о том, что с нами они почувствовали вот это индивидуальное отношение к ним как к гостям. Они почувствовали, что действительно здесь о них заботятся, что здесь их действительно сопровождают на каждом этапе. Гости это очень ценят. И, судя по обратной связи, нам удается воплотить вот эти идеи. Может, в технические детали немножко нырнем, как происходит вот это сопровождение клиента на каждом шаге? С чего начинается? Падает вам заявка? Как проходит процесс работы с клиентом? Да, заявка изначально приходит нам из различных источников, у нас различные инструменты. Какие рекламы. Сегодня рекламные инструменты вы используете? В основном это контекстная реклама, Яндекс, Google, ну и вот сейчас немножечко Target тоже начинаем подключать, охватывать. А клиенты пишут, они сразу попадают на несколько менеджеров. У нас технически очень хорошо отлажена эта система, и все мои менеджеры знают, научены, что мы максимально оперативно, буквально вот в считанные секунды должны ответить клиенту. Это очень важно. Какова скорость ответа у вас? Ну, несколько секунд. То есть прямо мы над этим работаем, чтобы моментально ушел ответ клиенту, чтобы ни в коем случае он не почувствовал, что его не ждали, то есть мы как раз даем понять, что мы очень оперативно готовы отвечать на все ваши вопросы. Далее происходит общение менеджера с клиентом, мы выясняем все его потребности, все его задачи, то есть мы всегда работаем индивидуально под запрос, мы выясняем, в каком городе необходима яхта клиенту, какие у него есть пожелания, количество человек, на какое время он хотел бы снять яхту, и выяснив все его пожелания, мы уже индивидуально. Именно для него у нас нет каких-то шаблонных готовых ответов, готовых решений. Именно индивидуально под запрос этого клиента мы подбираем возможные варианты яхт, показываем ему, ну и далее идет уже работа, отвечаем на множество вопросов. Некоторые клиенты точно знают, что, где, когда они хотят. Некоторые совсем не ориентируются в этом вопросе, они наоборот просят, ждут какого-то нашего совета, где лучше было бы совершить прогулку, как это лучше по количеству дней и так далее. Конечно, менеджеры также его консультируют, подбирают все, что ему подойдет, ну и далее идет сопровождение уже на всех этапах. От подачи машины к отелю до полного сопровождения. Буквально передаем клиента из рук в руки от трансфера до яхты. Всегда в процессе интересуемся, что, как, все ли хорошо, все ли его устраивает, есть ли какие-то вопросы. Ну и далее обратный процесс, чтобы довести клиента до отеля в целости и сохранности. То есть всегда у нас девочки-менеджеры на каждом этапе полностью с клиентом на связи. Никто никогда не остается без внимания. Слушай, скажи, какой был самый необычный повод аренды яхты? Ну, обычно для празднования дня рождения, какие-то там предложения руки и сердца, романтические вечера, девичники, мальчишники. А что вот было такого самого необычного? Застало меня врасплох на самом деле, потому что запросы обычно достаточно типичные, но вот я, пожалуй, могу выделить случай, это было очень интересно, когда, да, это было предложение руки и сердца, но организовывал его не потенциальный жених,
а его мамой. Вот это было очень так, знаете, интересно, когда к нам обратилась женщина, запросила в определенные даты в определенном городе яхту, и потом стало выясняться, что это я ищу для своего сыночка. Сыночек будет делать предложение своей невесте. Сыночек-то знал, что он будет делать? Вот, честно сказать, я не уверена, потому что там, видимо, мама была такая, она организовала все, от количества роз, какие они должны быть, какой длины, в какой вазе, до того, какие слова в какой момент скажет ее сыночек, и в какой момент мы должны вынести эти розы. Это было очень так забавно наблюдать, что действительно вот такая мама сделала предложение невесте своего сына. Вот я бы так это сказала. Получается, что у вас клиент всегда прав. Вы удовлетворяете все пожелания своих клиентов. И я вот помню один нетривиальный случай. Запрос клиентов, или это ваша инициатива о торте. Помнишь, ты рассказывала, как вы доставляли торт на яхту, то ли на САПе, то ли... Да, это была очень веселая, интересная ситуация. У нас был клиент, это была очень большая группа, порядка 60 человек. Мы сделали им выезд на 2 яхтах. Мы делаем так иногда под большие группы, под большие запросы, и возникла некая такая техническая заминка, скажем так. Организатор сказал нам, что на одной из яхт будет именинник. Мы от себя подготовили тортик, подготовили сюрприз для именинника, и уже в процессе прогулки выяснилось, что, оказывается, у нас именинник на одной яхте, а тортик на другой яхте. И мы очень, так знаете, у нас команды на яхтах, они очень быстро сориентировались, они нашли какой-то надувной матрас, и это было целое зрелище, когда вот этот тортик аккуратно погрузили на надувной матрас, и команда с одной яхты вплавь стала доставлять его до другой яхты. Это был, знаете, для гостей такой особый кайф, все вышли на борт яхты, все начали аплодировать, то есть это было целое действо, как тортик доставляют по воде для именинника, и, конечно, я уверена, что ему это запомнится особенно, потому что это было очень дарить необычно. Эмоции, это про дарить эмоции. Да, я всегда сама, когда рассказываю о таких ситуациях, у меня мурашки по коже, потому что действительно, вот если я смогла что-то особенное, что-то запоминающееся сделать для клиента, для меня это самый большой кайф, самая большая любовь. Здорово, вы большие молодцы, что именно так относитесь к клиенту, забота о клиенте на первом месте, это очень здорово. Это, естественно, будет влиять на то, как будет развиваться ниша в дальнейшем. Скажи, пожалуйста, какие твои вообще прогнозы о том, куда движется именно твой сектор, какие перспективы твои личные? Ну и, к слову, ты помалкиваешь что-то о своем одном из главных достижений в бизнесе. Ты пока не спрашивала, я оставила это напоследок. Да, это так. Мы несколько лет к этому шли. В этом году купили свою собственную яхту, уже запустили ее на воду, уже у нас проходят туры с гостями на ней, на своей собственной яхте. А для меня было очень важно сделать на одной из яхт именно тот сервис, который для меня является показательным, который для меня является шаблонным, скажем так. То есть это самая классная, самая позитивная, улыбчивая команда. Это самые вкусные, необыкновенные блюда. Это самая красивая внешняя яхта, потому что действительно мы ее сделали очень такой красивой. Многие отзываются о том, что да, вау, вот это классно, вот это красиво. И для меня наличие своей яхты – это возможность, ну, в какой-то степени менять рынок потихоньку, маленькими шагами, но менять вот этот сервис яхтенного бизнеса в Турции, потому что уже сейчас, скажу нескромно, может быть, но уже сейчас некоторые яхты, некоторые капитаны посматривают на нас, видят, как мы оформили какие-то пространства на яхте, спрашивают, как это, где купили это, как нам сделать так же. А уже сейчас мы им транслируем о том, что на нашей яхте все будет прозрачно, честно. У нас везде напечатаны цены на дополнительный алкоголь, на дополнительный водный спорт. То есть это те вещи, которые пока еще где-то делаются, ну, немножечко так,
Мы говорили об этом в начале, да, по-турецки. У нас будет очень четко, прозрачно и честно по отношению к гостям. И я уже сейчас вижу, что потихонечку яхты посматривают за нами, посматривают, как мы делаем, как мы обеспечиваем те или иные услуги. И я думаю, что постепенно мы будем так поворачивать рынок вот этого турецкого сервиса на яхтах. Не берусь пока сказать за что-то большее, но что касается сервиса на яхтах, постепенно, я думаю, мы будем выводить это на уровень не продай абы как и абы что клиенту, а сделай это максимально качественно, сделай это честно, сделай это прозрачно и сделай это так, чтобы клиент не просто заплатил тебе деньги сегодня, а чтобы он обязательно вернулся к тебе завтра. Вот это, я считаю, тоже основное отличие русскоязычных бизнесменов от турецких, потому что мы понимаем, что нам важно работать на перспективу, нам важно работать на повторное обращение клиентов. Вот у турецких жителей, мне кажется, это пока немножечко еще не так. Я очень надеюсь, что своим примером ты покажешь, как стоит делать качественный сервис на яхтах. Твое мнение о том, куда движется ниша? Достигла ли эта ниша своего максимума по емкости или еще есть куда расти? И твои личные планы? Хотела бы ты увеличивать количество парк своих яхт? Парк, говорят об этом, да, о яхтах парка? Да. И что ты думаешь по поводу объема рынка? Я вижу, что рынок растет, что у рынка большие перспективы. В любом случае люди едут в Турцию, в любом случае люди отдыхают, и очень многим людям все больше и больше хочется действительно сервиса, действительно качества. То есть если раньше гости могли поплавать на деревянные лодочки, поесть наггетсы и макарошки, то сейчас все больше людям уже хочется пощупать вот такое настоящее качество, настоящий сервис. Я уверена, что нам есть куда расти, что гости были, есть и будут. Плюс я вижу по портам в Турции, что очень многие яхты обновляются, очень многие собственники продают свои старенькие деревянные яхточки и покупают более люксовые варианты, поэтому потихоньку вот этот рынок люксового сервиса, люксовых яхт, он растет, он будет развиваться, я в этом уверена. Ну а наши планы самые амбициозные, грандиозные. Мы, конечно, хотим пополнять свой парк яхт, постепенно вывести их не только в Анталию, но и в другие порты Турции, чтобы уже в каждом регионе так или иначе мы могли предложить клиентам вот что-то такое особенное, что-то свое. Поэтому растем, развиваемся, точно не будем стоять на месте. И кто знает, возможно, когда-то выйдем за пределы Турции, и когда достигнем определенных высоких результатов здесь, я думаю, что вполне сможем охватить и другие регионы Средиземного моря для начала. Аня, скажи, пожалуйста, что бы ты могла посоветовать русскоязычным предпринимателям, которые переехали сюда, в Турцию, ведут здесь свой бизнес в самом начале своего пути? Ну, во-первых, ничего не бойтесь, делайте, действуйте. Нас здесь очень много русскоязычных предпринимателей, которые действительно делают, добиваются результатов, которые показывают своим примером, что можно и нужно строить бизнес здесь, в Турции. Однако, конечно, хочу предостеречь тех, кто начинает, обязательно будьте готовы к тому, что Турция — это другие правила, другие законы, другой менталитет. И очень многое на первых порах будет казаться вам совершенно невозможным, невыносимым, потому что, ведя переговоры с турками, договариваясь о чем-то с турками, ну вот, как я уже рассказывала, да, иногда возникают ситуации, которые для нас, для русскоязычных людей, просто для меня очень моменты были возмутимыми, скажем так, как можно
попить чай 2 часа с турком и не дойти до сути разговора? Как можно договориться о том, что завтра мы подписываем документы, но перенести это на 2 недели вперед? То есть такие вещи возникают. Важно быть к ним готовыми, важно спокойно относиться к таким вещам, понимать, что да, здесь немного по-другому, здесь другой менталитет, здесь свои особенности, но так или иначе, я ваш, как говорят турки, медленно-медленно, постепенно. Я думаю, что в любом случае удастся решить все вопросы, уверена, что удастся решить все вопросы, поэтому только вперед. Есть большое количество людей, компаний, которые помогают с открытием бизнеса, с ведением переговоров, с любыми вопросами, поэтому все возможно, все реально, без проблем. С предоставлением качественного окружения. Я в бизнес-коннекте. Аня, я благодарю тебя, что ты не первый раз уже принимаешь приглашение поучаствовать Всегда в наших рада. мероприятиях и постоянный гость наших форумов. И сегодня рада тебя видеть здесь напротив меня. Спасибо тебе большое. Я желаю огромных успехов и процветания твоему бизнесу. До новых встреч. Спасибо, буду рада.